В эфире. Выбрались на Карельский перешеек. Весенний. Хорошая погодка. Надо в планах сделать разведку, найти новые места, чуть покопать, металл подсобрать. В общем, всякого разного. Это финские позиции тут в основном. Вот, тыловые, артиллерийские, как и много где. Вот сейчас займемся делами. Кило бонжур. Переместились, где поменьше снега. Вот. Взял сынишку с собой, чтобы помогал искать всякие штучки. Чтобы помогал искать что-нибудь. Вот. В общем, сейчас идем на местечко проверить, посмотреть в разведочку, прогуляться. Вот тут свернул, глянуть одну штуку. А тут, смотрю, какая-то помойка затесалась вдруг. Я тут вроде все уже давно исходил, ископал. Какая-то ямка. Сейчас пока чаечек туда-сюда копану ямку. Посмотрим, что тут у нас. Зима заканчивается. Навернули уже сегодня минимум 15. Вот, посмотрели там всякие места туда-сюда. Пошли уже в обратную сторону. Зашли в одно место. Вот. Железо проверить с прошлого года. Надо будет забрать на днях. Вот, и заодно что-нибудь покопать тут. А здесь вот какая-то палатка. Я тут начинал, тут всякое попадалось. Вот сейчас начал копать. Это пару битых бутылок алка попалась. Попадаются патроны, гильзы. Патроны вон итальянские, калибра 6,5, финские патроны, вот, обоймы итальянские, ну вот, железные, правда, не очень. Вот пробка алка, от одной из бутылок, пуловка кительная, финская, вот тут пила какая-то. И вот там еще показалась бутылка, судя по звуку, целая. О! А? Смотрите-ка. Целая бутылочка молочная. Похоже на молочную. Вот такая вот финская бутылка. Целая. О! Ну тут площадь большая. Ковыряемся, как раз отдохнем на месте, хоть побудем, посмотрим, что тут у нас. О, сына по верхам бегает, гильзы всякие собирает. О, умудрился даже найти тоже такую же обойму железную команды Хертрикану, винтовки итальянской, сплющенной, правда, но и надо еще умудриться остальную обойму найти. Да. Так, а у меня пока что тут? Рубашка к советской гранате РГД-33. Рубашечка. Так, вот лопата Фискарс. Всем известная запчасть. От старинный. Да. Да и напильник вот. Напильник, видим, обломанный. Ну, пока все. А вот еще пластик. Прошлись вместе по верхам. Так, тут чермета поднасобирали. И немножко кое-что из цветмета. Монетка попалась. 10 пенни. Финская. Похоже, 40-й год. Почти. Долго лежала, ждала. Все-таки с 44-го года. А вот монетку я почистил.
Ну так, зелень тут еще осталась, ну как бы рельеф уже нормально. Все-таки вот 10 пения, как я говорил, 40-й год. 40-й год. В этой монетке, в принципе, ничего такого особенного, но приятно просто то, что не было такой монетки в коллекции у меня. Вот можно посмотреть по каталогу финских монет. Очень финские монеты государства Финляндия. Очень дешевые. Вот, к примеру, что там, 40-й год. О, вот, смотрите. Смотрите, что тут. Вот она, нижняя строчка. Видите, у нее тираж 2 миллиона. Ну и, собственно, вот ее цены. От состояния очень хорошего до идеального. Ну, то есть даже в супер идеальном сохране она стоит максимум 100 рублей. Ну, по крайней мере, стоила там когда-то. Года 2 назад или каталог. Сейчас посмотрим, какого года. Ну, 4 года назад. Да неважно, не сильно-то изменилось. В общем, это такое собирание финских монет, занятие для извращенцев. Да, финские тут позиции. Ой, по войне продолжение. И колокольчик так вот прикольный. Ой-ой. Фокусируйся. Колокольчик. Как-то с дырочкой. Ну вот. Легенький, такой тоненький. Прикольный. Колокольчик. Вот. Так, тогда разведка у нас закончена. Теперь пора переходить на взбадривание чего-нибудь. Духа. Уже локально. Чего? Духа? Взбадривание, да. Взбадривание духа? Наверное. Почему бы и нет? Куклопанк. Куклопанк. Почему бы и нет? Ну да. Разведочку произвели. Вот сейчас на машинке подготовлены. Приехали как раз с прицепчиком. Сейчас прокатимся, пособираем металл. Приехали на первую точку. Ранее накопано, что пропадать добру. Ну еще, наверное, поднакопаем. Ну и вообще, в принципе, покопаем, что-нибудь еще поищем. Вот. Так что сейчас пойдем за первой партией. Первый улов. Он тут рукомойничек какой-то. Он тут кровати, ведро вон всяких подков тут, всякая жлыга, колесо фортуны, здесь вон тоже всякие там железяки. Вот. Поехали собирать дальше. Миска? Угу. От шмеля? Я, слушай, не знаю. Я просто прошу. Не знаю. Ну, на шмеля вообще другая, конечно. Ну, это 70-й год. Да. Вот еще немножечко на новой точке железа. Вон складная кровать только что сложилась, финская. Сейчас пойдем за рельсами. Да. Что-то там, что-то. И вот он годик 85-й, 75-й. 1875. English? English. Английские рельсы из финского блиндажа. Так, вот такая вот центральная балка была. Из такой рельсы огромной. Она на 3 части там лопнула. Жалко, не на 5. Так, вот ее будем забирать. Сейчас еще блиндаж как раз и докопаем. Зимой копали. Вот. Сейчас тут уголочек один. Вот так вот. Посмотрим, может, что еще найдем. Железки-то попадаются вон. Да кирпичи. Пока такая тут печнина всякая. Но на булку с маслом уже есть. Да, она масло и корку. Ну, маленькую, дешевую. Имитацию. Да, да. Так, ну что там, это блиндажик докопали. В принципе, больше ничего такого. Тут так еще немножко
железяк. Рядом тут ямку еще копнул, там труба была, провода. И вот, о, корпус фонарика карманного, такой железный. Вот, сейчас тут еще пару помоек нашли свежим взглядом. Вот сейчас начали копать тут. Вот так какой-то мусор попадается. Он, батарейка какая-то попалась, скорее всего, немецкая. Что? Ничего. Я что-то нашел. Ну, там первые стеклышки уже показались. Но я кроме стеклышка еще что-то нашел, но еще не рассмотрел. Ой, ну давай посмотрим, что это. О, это же нержавеечка. Ложка от ложка-вилки финской из нержавейки. О, отлично, надо теперь вилочку найти где-то. Тут же и посмотрим. Отлично. Отлично. За металлом зашли. Это черная сейчас такая, почисти, будет блестящая, как положено, нержавеечки. Вот, видишь, ложечку сегодня не зря забыл. Ну ладно, я бутылочку достаю. Что-то бутылочка. Бутылочка алка финская. О, с жидкостями какими-то. Ой, потом плавает что-то жестокое. Нормалек, нормалек. Что у нас тут стеклышки всякие. Все в кучку. Так, ну отлично. О, находки какие-то уже даже есть. Оп. Гуд. Вот еще один гуд. О, Но он не гуд. еще одна ложка-вилка. Только железная. Надо будет ее почистить потом щеточкой. Посмотреть. Ну, железо, конечно, тут уже железо. Так. Ладушки. Сейчас всем, кто занимается или решил заняться поиском, лунный ландшафт рекомендует надежный и проверенный магазин у деда Мити. Огромный ассортимент товара, фирменная продукция, официальная гарантия, акции, конкурсы и система трейд-ин. Особые скидки для поисковых отрядов. Для зрителей же канала Лунный ландшафт есть возможность получить скидку или приятный бонус, просто назвав промокод Лунный ландшафт. Специальная ссылочка прямо под видео. А для тех, кто любит ходить за покупками пешком, и есть отличный оффлайн-магазин в Подольске. Магазин у деда Мити. Лунный ландшафт рекомендую. Песок насыпался. А это знаешь, что тут стоит? Это же номер великовский. Да ладно. Это с велика номер. Серьезно? Ну да. Это мото номер. Вот, с этой стороны он, с другой. Вот здесь вот. Красочкой? Да, он желтенький, там с циферками должен быть. Классная штука. Ну, можно попробовать кислотнуть. Угу. Еще. Займись, если получится, вернешь. По велосипедно-мотоциклетному номеру пока особый результат не могу показать. Вот я его только-только начал чистить. То он выглядит сейчас вот так. Это у него передняя часть. Это армейский, между прочим, не гражданский. Вот здесь вот СА. С там еще пока плохо проглядывается. Это Suomenarmia, финская армия. И ниже тут вот идет номерок. Это вот мотоциклет на велосипедный номер, который на крыле устанавливался. Видите, сзади все армейские номера, они желтого цвета, финские. Вот сзади он, конечно, получше. Спереди ржавчины тут побольше, но было все гораздо хуже. Сами видели. Ну вот, почистим. Надо еще чистить, в общем. Посмотрим дальше, что будет. Так, что там еще вылезло-то? Там столько всего. О, провода, а в них финская граната. Граната веретено. Он с колечком. Куча патронов итальянских, по-моему, да? Или что там, финские? Не, финские. О, что себе. О. Граната.
финская. Ну, вот патроны, провода. Так. Ой, что-то у нас еще. У нас тут еще. У нас уже 4 ложка-вилки, 3 железные, вот. Раз, два, три. И вот сейчас нержавейки, но от нее пока вилку так не нашли. Куча батареек. Ну, кстати, еще прикольная тема. Стелька из березовой коры вырезана. Ну вот. Литературу. О, литература какая-то. Что там пишешь, по-шведски или по-фински? Угу. Да. Ну-ка, что там? Патроны. Патроны, гильзы, проволока, моток. О, обойма. Что тут еще? Какая-то ручка от чего-то. Железная. Вот так вот натюрморт. Да. Что-то у нас еще одна бутылка алка. Молочко финское попалось. Так, батарейки. Еще пару баночек еще вот. О, Нивея. Баночка крем. Ух. Баночка Нивея тоже пока еще в процессе чистки, как и номер. Времени пока не было почистить. Вот только тоже начал все это начищать. Ну вот видите, спереди уже вот так выглядит, где тут по бокам. У нас надписи должны быть. Пока плохо там чего видно. Вот. Ну, в принципе, там написано что-то типа Made in Finland. Та-та-та. Ну и сзади тут потихонечку вот проглядывается. Вот там сверху Nivea Void, крем Nivea и так далее. Вот. Но это еще надо чистить. Так. Ну, это тут пока не видно ничего. Это из-под конфет баночка. Вторую баночку тоже пока еще тоже в процессе. Вот, видите, ну, можно снутри на самом деле посмотреть, потому что тут, видите, отпечатан рельеф. Я сначала думал, что это баночка из-под конфет, но вот такой вот раньше не встречалось. Это обувной крем фирмы Сок. Называется Юси. Вот так вот. Если отзеркалить, то получится, соответственно, в нормальном виде, как это должно выглядеть. Ну, в общем, надо пока еще чистить. Вот так вот накапали маленько. Так, сейчас пойдем отнесем весь металл на ходки и пойдем на следующую точку. Надо еще одну яму проверить и поедем дальше. Так, сейчас мы тут рельсы уложили почти. Вот тут у нас еще металл всякий свеженький, печнина, рессоры, какие-то оси, виллы, багажники и прочие крючки. Сейчас все упакуем и переместимся в другую точку. Надо еще одну ямку проверить и поедем в другое место. О, панули тут ямку одну еще. Тут блиндаж здоровый, конечно. Не будем на него тратить сил сегодня. Вон трубу такую достали. Сковородочка тут. Так, что-то... еще бутылки. Ой. Бутылки финские. Стандартные. Алко. Еще такая была какая-то. Винище. Патрон. И масленка наша. Железная.
Так, сейчас поедем на следующее место. Заехали еще туда, одну точку. Все тут железо поднасобирали. Какая-то большая хреновина. Вон тут всякий баллон, вилы, печнина. В общем, железо. Попалась монетка. Эй. Пятачок. Послевоенный, правда, он. 48-й год. Ну, такого у меня вроде не было. Вроде как. В коллекцию туда пойдет. Так, а вот пятачок, в принципе, порадовал. Хотя сохран, конечно, у него не очень. Вот смотрите, у него тут и зарубка какая-то. И вообще он такой потертый. Потертый пятачок уже. И даже немножечко послевоенный. Но все равно это ранний СССР монетка. И такой монетки у меня не было. Но у меня практически любой нету. Как видите, тут пустых мест еще навалом. Ну вот, но 48-го года был какой-то тут. Есть какая-то темная двадцаточка тут. Но я не чистил. Как найдено, так и запихнуто. Ну вот, пятачок будет теперь тут в альбомчике красоваться. Это очень хорошо. Ладно, сейчас погрузимся и пойдем на конечную точку. Так, приехали на 4-ю точку. Вот уже подсобрали металлоломы, запчасти от кроватей, всякие опять желуги какие-то, ступицы тележные, кольца, крюки, глушители. Вот это не знаю, что такое за штука, треугольная такая, какой-то противооткатник, может, непонятно. Ну тут всякие петли, болты, трубы. Вот. Ну, сейчас загрузим это и пойдем еще поищем. Кирпичик старинный. Докопал тут ямку одну в прошлом году. Что мне не удалось ее докопать, то она была промерзшая, то еще что. В общем, тут мелочушка всякая нашлась. Это больстер латунный от Финки. Вот. Пластик. Вот какая-то была бутылка коричневая. Вот такая вот у нее пробка алюминия. Не встречал таких. Вот там какое-то здание, замок. Вот. И интересненького вот попалась 2 штука финских. Бакелитовых. Вот это бакелитовый точно. Такой вот. Ну, штучок под сигарету. И еще один тоже под сигарету. Вот это сейчас не вижу, бакелит или что. Его надо мыть. Может, янтарь. Хотя нет, наверное, бакелит, янтарь. Янтарные муштуки у немцев встречаются. Вот. Такие вот приятные 2 мундштучка. Ладно, пойдем дальше. Копаю тут капонирчик, где находился тут рембат финский, и ремонтировали технику. Вот. Я вот уже смотровую яму копал, много всякого было. Вот сейчас сам этот сооружений копаю. Вон всякие железки попадаются. Ну, прикольная штука попалась. Финский штык-нож. Оп. Окопное творчество. Какой-то инструмент из него делали.
как будто бы. Вот. Ну, можно его почистить, обрезать, и будет окопничек. Вот такой вот рез. И трос буксировочный. Плетенка. Нашел тут в капонире помоечку. Сейчас копаю, там всякая всячина. Фонарик был. Вон линза от него. Вон железки всякие. Деревяшками какие-то. Болты. Ручка двери. Механизм дворника автомобильный. Оп. Так, что-то еще. Замочек. Бутылка алко. Вот. Напильник. Обычно небольшой. Вон цепи противоскольжения. И вот ножны от финского штык-ножа с подвесом, с кожаным. Конечно, кожа в таком грунте редко когда выживает, практически никогда. Но сам факт, красивая находка. О, в любом случае. Вот так вот. О! Докопал тут яму. Всякие тут штуки были какие-то. Ой. Вот это, видимо, автомобильное, что ли, что-то. Какая-то запчасть. Черной краской покрашена. Так, примусок шведский попался. К сожалению, его порезали. Но он весь в надписях тут. Надо вот только почистить. Сейчас не видно, тут все арабской вязью какой-то исписано. В общем, клеем у него тут хватает, надо только почистить. Так, ну а вот, собственно, примусок. Примусок, а что у нас с примуском? Ну, во-первых, можно спокойно посмотреть надписи. Ну, опять же, надо чистить. Надо чистить. Но чистить пока особо некогда, поэтому давайте так посмотрим. Времени не было. Вот для тех, кто не видел, написано Made in Sweden, сделано в Швеции. Дальше вот здесь вот написано торговая марка Primus. Я до этого вообще думал, что Primus это название именно изделия. И вообще изначально это, оказывается, фирма так называется. Primus, шведская. Вот. И вот по названию фирмы стали называть при уже изделие Primus. И потом все эти примусы уже не только шведы стали делать, но и все, кому не лень. Вот. А вот здесь вот есть надпись такая в районе разлома как раз. Сейчас покажу. О! Какое оно все грязное, некрасивое. Здесь вот на разных языках написана следующая надпись. Причем самая нижняя это на русском и на дореволюционный манер с ятями. А там написано: единственные фабриканты настоящих аппаратов Primus. Фирма Primus. Вот так вот. А все остальные не настоящие аппараты Primus. Только Primus настоящий Primus выпускает. Вот такая вообще надпись интересная на различных восточных языках, которые мне неизвестны. Но тем не менее. Ну, еще одно клеймо у нас тут. Топ, собственно, модель. Вот тут Primus номер 1 S что-то там .UR. В общем, примусок был прикольный, да. В принципе, можно его починить.
Для этого надо будет его поднагреть, выпрямить и почистить. Дно можно, в принципе, без дна его оставить, все равно его не использовать по назначению. Но если найдется дно, можно, в принципе, впаять. Вот. Ну и должно быть 3 ножки. Здесь только одна. Они мне попадались отдельно раньше, но они вроде были ни к чему. И теперь вот заново надо искать. Вот 3 ножки, они отпаяны, надо найти. А центральная часть, горелка у меня есть вся. Вот. Ну и 3 барашка тут вот разных надо будет найти. У меня есть, но от других примусов надо именно от этого найти. Там должно быть написано Sweden Primus. Вот так вот. Ладно, будем починять. За неимением, как говорится, лучшего. В принципе, процесс реставрации интересный процесс. Вот. Единственное, что нужно время, в первую очередь, для того, чтобы найти запчасти. Так, что еще? Вот запчасть. Хороший сохран. Только смятые эти прутики. Можно выправить. Кстати, ребятки, если кто знает, что это от какой-то лампы, скажите, пожалуйста, потому что я изначально, когда нашел в прошлом году первый раз такую целиком, вот она, еще пока не чистил. Мне казалось, что-то очень знакомое, сейчас быстро найду, и не нашел я информации по этой лампе. Вот нашел вторую, сейчас видели. То же самое, она только согнутая, погнутая. Выпрямить будет то же самое. Вот, если кто знает, скажите, от каких ламп это штуковины? Чего-то я не могу так сходу найти никакой информации. А вот найдены они все на одном городке, на Римбате. Так, тут железки. Замочек. Так, что тут еще было-то? Какие-то медяшки. Велосипедная цепь. Спицы велосипедные попадались. Патрон вон зачем-то пополам порезали. Ну, в общем, такое всякое. Угу. Ух. Всякое такое. Вперемешку тут бытовое, техническое и военное. Что делаешь? Ничего не делаю. Вот, нашлась такая штука. Вот. О! Товарищ предположил. Сейчас его. Видите, что это самодельный деревянный мундштук. Если это так, то это уже 3-й мундштук нахожу сегодня. Как сказал дружище, у него в яме все активно бросали кушать, Ложками бросались. а у меня все активно бросали курить. Ну, как-то так. Заодно отойди. Мы тут еще немножко металла накопали. Трубы такие вот были в капонере уложены, видимо. Пол себе сделали из водопроводных труб. Судя по всему. И вот еще пару железяк таких тут. О, а сколько труб-то? 14, по-моему. Ой, что-то я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Там 13, по-моему. Ну да. Он еще огрызок 14. Ну, ладушки. Он маленький, но весит как целая. Целое что? Целая труба. О, вот еще такой молот нашелся в хозяйство. Вот. Корпус от мины советской. Вот помимо обычного железа, все железо мы загрузили. Получился вот целый прицеп забит металлом. Вот. В общем, немало тут добра всякого. Немало тут добра всякого. О, ладика.
Всем покедова. Это был Лунный ландшафт. В следующий раз посмотрим, где там, что там, где и как. Вот. Подписывайтесь, кто не подписался. Пишите огненные комменты, ставьте лайки. Ну вот. Это был Карельский перешейк. А дальше будем поглядеть. Ну, вот такой вот металл за отвагу весной.